Наш мир полон тайн и загадок, которые когда-нибудь мы откроем с вами вместе. Итак, давайте сегодня посмотрим на эти необычные случаи. Всем привет! С вами Финимор. В небе над Альпами происходит нечто очень странное. Над Лос-Анджелесом появился корабль пришельцев. Антарктида убирает свою защиту над базой инопланетян. Очень необычные кольца из облаков появились над Эйгером, которые сильно удивили двух туристов. Это фото было сделано 3 марта 2021 года, около 16:00. Погода для путешествий, судя по этому фото, была отличная. По словам свидетелей из Гриндельвальда, Бельгия, были видны два очень странных кольца в небе. Одно кольцо исчезло через несколько минут, другое оставалось видимым намного дольше. Становится очевидно одно: это явление не может быть чем-то естественным, так как в природе таких облаков просто не бывает. Но тогда возникает логичный вопрос: что это на самом деле? Я, конечно же, нашел официальную попытку описания данного феномена, и вот что она гласит. Этот след оставил самолет. При оптимальных погодных условиях эти полеты оставляют после себя сильный след конденсата, который можно увидеть невооруженным глазом, говорит служба связи военного аэродрома Майринген, Бельгия. Дежурные офицеры подтверждают, что полеты самолетов были в указанное время над указанным местом, но они не могут представить больше никакой информации. Всем нам хорошо известно, что выхлоп двигателей самолета действительно образует инверсионный след в воздухе на определенной высоте, но при распаде он выглядит совсем иначе. Другими словами, след расширяется во все стороны и постепенно растворяется в воздухе. Здесь же мы видим нечто очень странное, так как след расширяется не по сторонам, как обычно, а в направлении от центра, образуя некий круг. Также мы все хорошо знаем, что время от времени самолеты действительно могут летать по кругу. Однако этот круг не непрерывный, и точка соединения траектории хорошо просматривается. Конечно, ее можно сгладить и сделать практически незаметной, но для этого самолет должен маневрировать на одной высоте, чтобы его кольцо лежало в одной плоскости. Но здесь же мы видим отчетливо то, что кольца находятся относительно поверхности под совершенно ровным углом. Выходит, эти кольца на разной высоте. Отрисовать в небе подобную фигуру современному самолету практически невозможно. Да и какому пилоту сделать подобное будет под силу? Исходя из этого, можно точно сказать, что этот странный след в небе оставил точно не самолет. Но что тогда его оставило? В кадре этого ключевого объекта, оставившего свой загадочный след, увы, не видно. Поэтому, что там было точно, мы вряд ли когда-нибудь узнаем. Основываясь на своем опыте, я могу сказать вам одно. Если такие кольца появились в небе над Альпами, довольно скоро они появятся и в других местах на планете. Конечно, если прямо сейчас над вашей головой не находится в небе нечто подобное. Советую посмотреть вам в небо внимательно. Прямо сейчас. Ну вот, наконец-то, инопланетяне прилетели и в небо над Лос-Анджелесом, так как там, судя по всему, появился корабль пришельцев. Этот снимок был сделан 13 марта 2021 года на закате, когда очевидец, сделавшая эти кадры, ехала по автостраде 101 около Thousand Oaks, недалеко от городка Вестлейк. Как стало известно, со слов очевидца, она разговаривала по телефону, как вдруг случайно заметила в небе это. Оно летело в том же направлении, в котором двигался и ее автомобиль. Кроме того, за этой штукой летела группа ярких огней. Свидетельница говорит, что она сделала 3 последовательных снимка так быстро, как только могла. Нечто было видно всего несколько секунд, прежде чем оно растворилось в небе. Это больше похоже на очередной качественный фейк, чем на правду. Так тогда подумал я, глядя на эти снимки. Хотя меня точно заверили, что эти кадры оригинальные,
и никакого вмешательства в них никто не делал. Но я был очень скептически настроен и решил воспользоваться фотошопом. Проведя все свои стандартные проверки, я пришел к выводу, что эти кадры не подделка, так как настолько точно ни в какой программе сделать подобное практически невозможно, потому что, как ни старайся, всегда останутся следы внешнего вмешательства. Профессионалы меня поймут. Мой вывод – это настоящее фото, и было оно снято на камеру одним целым кадром. Итак, что все это значит и к чему это нас может привести? Все зависит от того, во что вы верите. На первый взгляд, это, конечно, выглядит как наблюдение НЛО. Но если это так, тогда художники Голливуда были правы на все 100%, так как эта штука выглядит как огромный корабль из типовых фильмов о пришельцах. Как по мне, выглядит это все довольно странно. Антарктида – это большая крышка над базой инопланетян. С 26 февраля 2021 года все мировые СМИ внимательно следят за гигантским айсбергом, отколовшимся от Антарктиды. Об этом уже по нескольку раз рассказали все, кроме меня. Я решил исправить это и ввести вас в курс дела, так как ситуация складывается там действительно весьма серьезная, поскольку можно провести некую аналогию всего происходящего с известным фильмом «Катастроф» «Послезавтра». Но на это, конечно же, никто не обращает совершенно никакого внимания, кроме меня. Итак, среди всего этого нагромождения информационного шума появилась одна очень интересная информация, а именно, просматривается некая взаимосвязь в апокрифах Библии книги Еноха. Для тех, кто хорошо знаком с писаниями в Библии, убедиться в этом не составит большого труда. Здесь можно провести некие параллели с отколовшимся айсбергом в Антарктиде и всем событиям в целом. Чтобы вам стало понятно, о чем я говорю, далее следует цитата из книги Еноха. «И я пошел далее к югу, который горит день и ночь, туда, где находятся 7 гор из драгоценных камней, 3 к востоку и 3 к югу, и именно те, которые к востоку, одна из цветных камней, и одна из перловых камней, и одна из сурьмы, а те, которые к югу, из красных камней. Средняя же, достигающая до неба, как престол Божий, была из алебастра, и вершина престола из сапфира. И я видел пылающий огонь, который был во всех горах, и я видел там одно место, по ту сторону великой земли, там собирались воды. И я видел глубокую расселину в земле со столбами небесного огня. И я видел между ними ниспадающие столбы небесного огня, которые нельзя было сосчитать ни в направлении кверху, ни к низу. И над той расселиной я видел одно место, которое не имело ни небесной тверди над собой, ни земного основания под собой. На нем не было ни воды, ни птиц, но это было пустое место. Сразу возникает вопрос. Если идти к югу и наткнуться там на пустынную землю, где горы из алебастра, где нет ничего живого, где начинаются ветры и заканчиваются истоки вод, где в небо бьют столбы света, как по-вашему, что это будет за земля? Верно, это скорее всего Антарктида, так как более похожего места по описанию просто нет на Земле. Особенно удивляет упоминание об источниках ветра и всех вод. Как мы знаем из современных исследований, Антарктида является ключевым элементом формирования ветров и течений над океанами, которые, в свою очередь, определяют климат на всех континентах планеты. На световых столбах, горах из алебастра и прочем мы уже не будем останавливаться, тут и так все понятно. А раз это всем понятно и ясно, тогда давайте почитаем дальше. Ангел сказал мне: это то место, где оканчивается небо и земля. Оно служит темницей для звезд небесных и для воинства небесного. И эти звезды, которые катятся над огнем, суть те самые, которые приступили повеление Божье перед своим восходом, так как они пришли не в свое определенное время. И он разгневался на них и связал их до времени, когда окончится их вина, в год тайны. И Урил сказал мне: здесь будут находиться духи ангелов, которые соединились с женами и, принявшие различные виды, осквернили людей,
и соблазнили их, чтобы они приносили жертвы демонам, как богам. Они будут находиться именно в тот день, когда над ними будет произведен великий суд, пока не постигнет их конечная участь. Тут начинаются действительно странности какие-то. Ангелы, скованные подо льдами до некоего времени. Вас не удивляет тот факт, что этот текст как-то удивительно соответствует современным сведениям об Антарктиде. В Антарктиде находятся главные базы инопланетян, откуда они усердно управляют нашим миром и куда всех мировых лидеров возят для инструктажа. Плюс к этому на картах Антарктиды чего только мы с вами не находили. И пирамиды, и следы падения каких-то странных летающих аппаратов, и заброшенные строения, и даже квадратные облака и квадратные айсберги. Теперь к этим чудесам можно смело добавить еще одну гигантскую расщелину, которая ведет к месту заточения тех самых ангелов из Святого Писания. Если опираться на книги Енуха, этих ангелов выпустят перед самым концом света, чтобы дать им повеселиться напоследок, а потом отправят их на страшный суд. И как-то странно это совпало с тем, что если забыть про Енуха и отталкиваться от других пророчеств, выходит, что времена апокалипсиса не приближаются, а давно уже наступили. И все мы сейчас живем не в самом его начале, а, судя по всему, в его середине. Тогда получается, что до финального занавеса в нашем театре осталось каких-то 5-7 лет. Поэтому этот раскол ледяного шельфа и эти ангелы как-то тесно связаны между собой. Глобальное же изменение климата на нашей планете – это всего-навсего яркие последствия этого раскола, а не какие-то там страшилки о глобальном потеплении, в то время как на планету обрушился новый ледниковый период, так как на зеленых пальмах и жгучих песках пустынь сейчас лежит холодный снег. В чем же конкретно проявляется подобная связь? Достаточно сложно объяснить, но возможно, так как есть большие сомнения в том, что эти заточенные подо льдами Антарктиды сущности настолько технологически отсталые, что сами не смогли пробить этот ледяной купол и выйти давно наружу. Отсюда следует, что там была какая-то еще неизвестная нам защита, которая их там успешно сдерживала. Но по какой-то причине она сейчас слабеет с каждым днем. Виноват ли в этом человек или пришло для этого свое время, увы, точно, пока неизвестно. Но это совершенно точно означает одно. Совсем скоро в Антарктиде появятся новые трещины и разломы, и не только в Антарктиде. Так как в других местах на планете, судя по информации, в точности на реке Ефрат, тоже есть какие-то давно заточенные ангелы. Поэтому внимательно следим за дальнейшим развитием событий. Если вы стали очевидцем чего-нибудь весьма необычного и сняли это на свою камеру, присылайте в нашу студию, посмотрим на ваш материал все вместе. А материала, я думаю, у вас накопилось очень много. Самое главное, никогда не забывайте о том, что каждый из вас может любую свою мысль воплотить в реальность. Поэтому, если мы все вместе, прямо сейчас, в данную минуту времени, чего-то сильно захотим, оно обязательно сбудется. Напишите, что вы думаете об этом. Спасибо, что были со мной. Здоровья, мира и процветания вам и вашим близким. Пока.